обещала, это видео про Erasmus. Кто не знает, Erasmus — это программа Европейского Союза по обмену студентов. И сегодня я расскажу все на основании своего опыта, отвечу на часто задаваемые ваши вопросы по поводу Erasmus и дам некие такие небольшие, возможно, советики о подаче заявки на данную программу. Так что поехали! И первый вопрос, с которого мы начнем, это как и когда вообще подается заявка. В нашем университете, в Польско-японской академии, приблизительно в январе-феврале приходит имейл на почту, на учебную почту, о том, что вы можете подать заявку на Erasmus стипендию. И не пугайтесь слова «стипендия», так как это именно то, что вам нужно. То есть сначала вы подаете заявку на стипендию, и если вы ее выигрываете, если вы ее получаете, тогда вы можете уже рассчитывать на данную программу по обмену. И что происходит? Значит, в этом имейле будет сказано то, что подайте заявку, значит, будет предложена форма какая-то, и в этой форме вообще самое основное, что стоит сделать, это сделать CV и предложить его там. Что из себя представляет вообще это CV, резюме, я хочу разобрать немножечко, так как я понимаю, что все, наверное, волнуются и боятся подавать заявку с CV, потому что я, например, я думала, что я студент, у меня немного знаний, и что я могу вообще написать в свое резюме. Так что первый раз это был такой тяпсель-ляпсель, где я попыталась что-то написать, но у меня не особо, мне кажется, получилось. И второй раз, когда я подавала уже на Erasmus, это уже через год, и я поняла то, что надо заранее подготовиться и создать это резюме. Значит, я создала. Возможно, я покажу, как выглядело мое CV, если я его найду. Но, значит, первая часть это была просто такая вступительная часть, то есть кто я, что я себе представляю, какие хобби у меня имеются. Потом вторая часть это hard-скиллы, то есть языки программирования, которые я там знала, либо которые мы уже успели изучить в течение тех нескольких лет, которых я училась. И также были софт-скиллы написаны. Софт-скиллы я написала вместе с доказательствами, как я их получила, либо как я их приобрела, либо каким образом подтверждается, что они у меня имеются. И следующее это было еще колоночка education, то есть образование. Там я просто написала, в какой школе я обучалась, мои какие-то там сертификаты, и то, что сейчас я обучаюсь в университете Пятк на таком-то там курсе. Вот. И все, в общем-то, ничего там сложного, то есть попытайтесь просто выжать из себя все, что вы можете, опишите себя и презентуйте себя так, чтобы вы понравились. Это имейте в виду, что это CV, резюме не рассчитывается как резюме для работодателя, это именно резюме для Erasmus, то есть не волнуйтесь, то, что оно как-то не до конца сложено, так как это нормально, вы студенты, вы учитесь, и вполне достаточно того, что вы сможете туда напичкать тех знаний, которые вы сейчас имеете. В любом случае, подача этого CV для меня была таким даже переломным моментом, так как, когда я посмотрела на свое CV, я поняла то, что подавать такое CV работодателю, например, я не смогу, потому что там недостаточно было хард-скиллов каких-то, да, и поэтому я решила, что мне надо что-то еще изучать, и именно после создания вот этого CV я поняла то, что так, берем курсы и погнали. Поэтому в любом случае для меня это был хороший опыт, просто хотя бы оценить себя, оценить со стороны там, даже работодателя, что я вообще, чего я стою, что у меня есть, какие знания, поэтому хороший такой пиночек был, знаете, для того, чтобы начать что-то еще учить самостоятельно. Далее, поехали, значит, что по Erasmus. Вы заполняете эту форму. Если вас принимают, то после этого начинается самая интересная, мне кажется, часть. Это выбор университетов. Да, еще одна вещь, которую я хочу сказать. Многие говорят то, что очень важно иметь средний балл как минимум 4 балла. Имеется в виду средний балл только университетский.
Так вот, на самом деле у меня, мне кажется, не было этих 4 баллов. Мне кажется, у меня было 3,8. Ну, по идее, если округлить, то это 4, но по сути это не четверка совсем. Возможно, где-то я просчиталась, возможно, что-то не... Возможно, они просчитались. Но меня все равно взяли даже с этим баллом. И это удивительно, поэтому я хочу сказать вам, что если вы там сталкиваетесь с такими вот трудностями, что у вас там недостаточно балла, либо вы думаете, что ваше CV недостаточно хорошо выполнено для подачи на Erasmus, забудьте эти слова, просто выкиньте и дерзайте и пробуйте. Как видите, у меня было не суперское CV, у меня не было хорошего среднего балла, но меня каким-то образом взяли и все получилось. Поэтому всем говорю, что пробуйте, старайтесь, если вам хочется, попытайтесь. Как говорится, за спрос деньги не берут. Поэтому всем советую попробовать, подать заявку, если вы правда хотите поучаствовать в данной программе. Значит, представим, что вас уже взяли, и тут начинается вообще самая интересная часть. Это выбор университетов. Вам, значит, выдают такой достаточно большой список университетов, и вы можете выбрать 2 универа. Почему 2? Потому что первый выбор будет основным выбором, и второй как запасной, если первый выбор, там, не знаю, вам откажут, или там уже будет несколько человек набрано, и вы не можете туда податься. Потому что существует такое правило, то что в один университет могут поехать только 2 человека от нашего вуза. Поэтому, вот, например, в мой университет, который я выбрала, сейчас я про него расскажу, значит, в мой университет ехала я и еще один мальчик, только мальчик ехал в первом семестре, я ехала во втором семестре, и получается, что, ну, я могла также ехать и в первом семестре, ничего страшного, но получается так, что мы заняли этих 2 места, и уже 3-й человек не мог поступить, если что, не мог поехать в данный вуз. Значит, давайте посмотрим. Самое интересное, это какие университеты приблизительно имеются. Что я хочу также еще сказать, то что у этих университетов достаточно высокий рейтинг, и это меня вообще удивило. Пожалуй, просто сами посмотрите на это. Вот, например, Kingston University, 601 место в рейтинге. И каждый год они набирают приблизительно 18 тысяч новых студентов. Kingston University находится в Великобритании, около Лондона. Следующий университет, который мы рассмотрим, это Нуи Галвей. Нуи Галвей находится в Ирландии. Это National University of Ireland. В городе Галвей. Занимает он 258 место в мировом рейтинге. Каждый год они также набирают приблизительно 18 тысяч новых студентов. Следующий университет это УПЦ в Барселоне. 367 место в мировом рейтинге. И, внимание, каждый год они приблизительно набирают 33 тысячи новых студентов. Следующий университет это Leeds Beckett University. Занимает он 801 место в мировом рейтинге. Каждый год они набирают приблизительно 26 тысяч новых студентов. И просто так для сравнения, Пятк находится на 3042 месте приблизительно в мировом рейтинге. Все это, конечно, впечатляюще, когда ты начинаешь гуглить, это тебя настолько мотивирует на учебу, ты уже думаешь, все, да неужто я смогу учиться именно где-то там в таком университете. И да, я вам показала только 4 университета, нам было предложено что-то около 10, поэтому, ну, приблизительно, мне кажется, вы понимаете всю эту картину и все это воодушевление, все эти эмоции, которые вас просто переполняют, когда вы смотрите один за другим университеты. Но
Есть свои, конечно же, нюансы, которые стоит все-таки обсудить. Например, стоит, когда вы выбираете университет, не забывайте про то, что стоит смотреть на программу обучения. То есть смысл в том, что программа обучения в пятке и в универе, который вы выбрали, должны более-менее совпадать. Ну и также программа должна быть интересна для вас, так как в других университетах, возможно, не знаю, там будет программа, да, на IT, на информатике, но, возможно, там будет больше какого-то углубления там, по сборке радио. Ну, это, конечно, просто такой пример странный, но возможно всякое, и обращайте внимание, какие предметы именно изучаются в том университете, куда вы поедете. И смотрите, чтобы более-менее программа и в том, и в другом университете пересекалась. Почему? Потому что если будут такие предметы, если, точнее, не будут тех предметов, которые имеются в пятке, вам придется приехать и сдать эти предметы, которые были в пятке, которые вы пропустили и не сдали в том своем новом университете за границей. Поэтому обращайте внимание на программы обучения, не забывайте об этом. И также хочу еще сделать такой акцент на семестры. Очень важно, вы можете ведь выбрать обучение в первом семестре, либо во втором семестре в заграничном вузе, но я вам советую выбрать первый семестр, во-первых, потому что в большинстве случаев люди выбирают и советуют первый семестр, потому что там больше пересечений программ университетов, ну и во-вторых, потому что в пятке, если что, первый семестр намного проще, чем второй. То есть если вы даже приедете с заграничного университета и пойдете обратно в пятку, вам надо будет досдавать какие-то предметы, вы можете не волноваться, потому что они будут не настолько сложными, как это обычно бывает во втором семестре. Следующий вопрос, который я хочу разобрать, это стипендия. Что вообще по деньгам? Какую стипендию вам выдают? Так вот, есть вообще 3 группы стипендий. Как они разделяются? Они разделяются по странам, а именно мы смотрим по такому фактору, как экономика страны. Поэтому вот у нас первая группа стран — это Дания, Финляндия, Ирландия, Швеция, Норвегия и так далее. Для них выделяется 500 евро на данную поездочку. Вторая группа — Австрия, Франция, Греция, Испания, Германия, Португалия. Для них выделяется 450 евро. Далее третья группа — это Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Сербия, Турция и так далее, 400 евро. И расскажу о себе. Мой выбор пал на NUI Galway, то есть National University of Ireland в Galway, это в Ирландии значится, городочек Галвей, и моя стипендия должна была быть 500 евро, но после этого мне также сам университет, когда он принял меня, он раскрывает все карты и показывает вам, сколько будет стоить там проживание, общежитие ихнее и так далее. И я, наверное, покажу, возможно, я найду скрин, сколько стоит проживание, поэтому вы можете убедиться, что даже самое дешевое проживание стоит в районе 1000-2000 евро за семестр. И это надо еще успеть занять себе место за ту стоимость, что вы хотите. Но стоит заметить, что сами общежития очень аккуратные, чистенькие, так сказать, на уровне, но стоят совсем недешево. Получается, что жить один семестр в таком общежитии — это как жить в хорошей однушке, либо даже двухкомнатной квартирке в центре Варшавы. А помимо этого стоит не забывать то, что деньги будут тратиться на питание, возможно, какие-то развлечения, поэтому жизнь там совсем не дешевая, и я хочу сказать, что не стоит рассчитывать на данную стипендию, так как все она не покрывает. Ну и что? Давайте в основном все подытожим. Значит, у программы есть свои какие-то нюансы, какие-то свои минусы, но если вы можете себе позволить такое, если у вас есть шанс поехать, я всем желаю того, чтобы вы отправились в такое путешествие, чтобы у вас все получилось, чтобы ваша заявка прошла, вас взяли, приняли, и вы
были наполнены вот этими вот эмоциями мотивации, позитива, энергии для того, чтобы учиться, познавать мир, потому что в любом случае это новые знакомства, новые путешествия, новая дверка, новый мир. И хочу вам просто пожелать уверенности в себе. И просто дерзайте, пробуйте, не смотрите ни на что, идите вперед, и у вас все, я уверена, получится. А мы с вами встретимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.